Сегодня я, наверное, снимаю самое долгожданное, самое запрошенное и вообще самое крутое видео на моем канале. Всем привет! И вы на канале Mr. Little, и меня зовут Анастасия. И как вы уже скорее всего поняли, сегодня я вам покажу переделку моей комнаты. Да, то, что вы сейчас видите сзади меня, это новая версия моей прекрасной комнаты. Она очень яркая, крутая. И честно, мне не верится то, что вот, наконец-то она у меня готова, то, что я сижу перед камерой. Об этом вам все рассказываю, потому что заняло у нас это достаточно много времени. Начали мы вообще задумываться о переделке комнаты в середине марта, то есть 2 месяца назад, и я начала искать в интернете разные идеи, разные референсы на Пинтересте, в Ютубе. Изначально я хотела себе какую-то розово-фиолетовую комнату, ну знаете, как сейчас эстетично делать, но я поняла то, что это банально, то, что у всех такие комнаты, и я решила выбрать себе неординарные цвета, и это оранжево-красный и желтый. Дальше мы поехали по магазинам, искали разные детали с этими цветами, также мы искали вместе с мамой в интернете, и началась переделка комнаты. На данный момент моя комната выглядит вот так вот. Как я сказала, последний раз я ее переделала в декабре, перед Новым годом. Из-за этого здесь у меня до сих пор висят новогодние картинки, которые нужно было уже давно поменять, но я, ленивая задница, так это и не сделала. В основном вся моя комната сине-голубая, зеленая. Я всегда делаю таких цветов в свою комнату, но в этом году я решила то, что время перемен. Пора что-то поменять, и надеюсь, то, что все получится очень круто и красиво. Короче, я решила придерживаться стратегии того, то, что я все опустошаю просто до нуля, потом это все вытираю, убираю пыль, очищаю, и после этого потом организую и декорирую по-новому. Боже мой, как же здесь много пыли. Знаете, перестановка комнаты — это не только просто перестановка, это еще и мега уборка, потому что пока ты все перестанавливаешь, ты находишь столько всего интересного. Как вы понимаете, эти шторы мне придется менять, их нельзя здесь оставлять, потому что у нас другая тематика комнаты. И, кстати, мы уже купили шторы в новом цвете, так что будет просто класс. Из-за этого сейчас я снимаю вот эти вот синие шторы. Я, кстати, оставлю вот этот вот белый, чтобы выглядело все гармонично, но да, синего у нас больше не будет. Как я вам уже не раз говорила, наш основной цвет в комнате — это желтый и красно-оранжевый. И вот так тут выглядят наши на данный момент основные вещи в мою комнату. Конечно же, большинство там останется как обычно, но просто поменяются детали и цвет. Здесь у нас новые коробки, новые файлы, вот подставка, ковер, и будет множество другого интересного в моей комнате. Честно, я не знаю, сколько у меня займет вот эта вот вся переделка комнаты, но мне кажется, недолго, потому что мы ничего красить не будем. Это мои родители категорически отказались сделать. Просто поменяем разные цвета, детали, что-нибудь переставим. И мне кажется, за 5 дней здесь будет просто новая комната. Кстати, одно из прям новых дополнений в мою комнату — это новая полочка, причем она будет трехъярусная, она будет вот здесь вот. И здесь вообще будет модная стенка, не просто белая, так что будет очень-очень круто, там будет много разных новых деталей. Короче, красота. Боже мой, в комнате какой-то трэш. Я не знаю, как я это все буду убирать, потому что вряд ли мы сегодня закончим. Мои родители делают полочку, я разбираю вещи, все перебираю в другие цветные коробки. Вот у нас, кстати, здесь синяя area, которая потом отсюда уйдет. И, в принципе, полный трэш. Все в бардаке.
больше всего из своей комнаты я хотела поменять вот эту вот стену, потому что эти картинки, ну блин, новогодние картинки уже как 5 месяцев здесь висят, пора, наверное, менять. И вот мы наконец-то напечатали желтые, красные, оранжевых цветах. Все очень модно, красиво. И сейчас я все это буду вставлять вот в эти рамочки и, в принципе, менять свою прекрасную стену из новогоднего стиля в более яркий девчачий. Я, кстати, когда искала картинки, даже выложила себе вот такой вот коллажик, как это будет выглядеть все на стене. И на фотографии, по крайней мере, выглядит очень модно и прикольно. Желтые посередине, красные, оранжевые и вот такой вот прикольный оттенок. Надеюсь, то, что на стене это будет выглядеть так же круто. Переделка комнаты, день непонятно какой, честно, я уже сбилась со счету, но сегодня я хочу полностью доделать свою комнату, ну точнее выставить вот эти вот все детали, все, что мы купили, все это разложить, и то, что осталось, сделать завтра. Кстати, забыла вам сказать, но еще в мою комнату мы будем делать DIY, да, с ракушками, и это мы, скорее всего, будем делать завтра. Ну а сейчас давайте продолжать переделывать мою комнату. Так, что мы решили сделать? Во-первых, мне моя мама купила вот такую вот прикольную штуку. Сюда можно вешать свои вещи, что, в принципе, я и буду делать. Также можно разные коробки ставить. Короче, очень удобная и классная штука. И мы ее поставили вот сюда. Здесь раньше стояло зеркало, но теперь она стоит вот здесь. Вот мы, кстати, вот поменяли подушечку, решили. И сейчас я буду здесь все разбирать, отмывать, потому что зеркало мое достаточно грязное. Я вам уже говорила несколько раз, то, что ракушки — это одна из главных тем у меня теперь в комнате. И у нас много разных аппликаций с этими ракушками, просто куча. И одна из них — это вот эта вот надпись «Сия любит Си», «Сия love Си». Я не знаю, почему Сия, мама просто заказала Сию. Сейчас осталось доделать вот это вот сердечко, и потом уже можно приклеивать и, ну, увидеть. Знаете, я, конечно, не любитель вот этих вот всех рукодельных штучек, вот этих вот всех DIY, аппликаций, но то, что нам нужно, то, что мы хотим сделать в мою комнату, этого просто не продается в магазинах. Из-за этого несколько дней назад мы сделали вот такой вот красочный песок в бутылке, а также просто засунули, покрасили ракушки и засунули их в банку. И честно, это вроде бы такая мелочь, но когда ты это добавляешь в комнату, это выглядит так круто, и именно для этого мы делаем как раз-то вот это вот надпись «Сия любит Си», потому что она просто дополнит мою комнату и даст ему какую-то такую изюминку. Ну и последнее — это моя кровать, потому что она все еще синяя. Это, наверное, единственная оставшаяся синяя вещь у меня в комнате. Но, короче, нам нужно ее с вами заменить. Во-первых, нужно постелить вот это вот постельное белье с уточками. Я не могу, оно такое милое. Также моя мама заказала мне вот такой вот классный желтый плед. Знаю то, что на камере он выглядит очень бледным, но на самом деле он яркий, красивого желтого цвета. Ну а также моя мама сделала мне вот такие вот подушечки, как раз в цвет моей комнаты.
Ну что, ребята, спустя 2 месяца мы наконец-то закончили этот процесс, и наконец-то моя прекрасная комната готова. Я просто от нее в восторге, ребята, и за это я хочу поблагодарить моих родителей за то, что они мне помогали, маму за то, что она помогала мне с идеями, с реализацией всего этого, а папе за силовую часть. Я не могу, мне очень сильно нравится эта комната, она меня выражает, какая я личность, то, что я люблю яркие цвета, и в принципе это какая-то даже моя эстетика. Мне очень нравится моя комната, ребята. Ну и вот он, конечный результат. Моя комната теперь супер яркая, желтая, красная, оранжевая. Здесь картинки, полочка модная, просто супер яркая кровать, стол, за которым сидеть одно удовольствие. И, ребята, просто это такая красота. Мне не верится то, что моя комната наконец-то закончена. И это просто, ребята, самая лучшая комната. Я, честно, даже не ожидала то, что получится так круто. Ну, в принципе, вот и все. Да, напишите в комментариях, если вы хотите рум-тур, потому что здесь много всего поменялось, появилось много интересных деталей. Так что напишите в комментариях. Ну, а я вас целую. До скорой встречи и всем пока-пока!